Люди? Люди. А, люди. Убил. Найс. Хэдшот. Хорош. Всем привет, меня зовут Редрагон, и сегодня мы с вами наконец-то поговорим про то, как стрелять на упреждение в Ханте, как попадать по движущимся целям, и вот это вот, собственно, все. Меня уже очень-очень-очень давно попросили сделать это видео, но все как-то никак не удавалось, и наконец-то, собственно, удалось. Поэтому да, если у вас будут какие-то идеи, предложения по видео, по вообще почему-то, обязательно пишите в комменты. Ну и просто можете писать в комменты, потому что это помогает, это продвигает видео, продвигает канал, и это мне опять же здорово поможет. Поэтому как-то так. В ближайшее время скоро я планирую выпустить видос по патчу 1.9, но я его выпущу, когда непосредственно патч выйдет на лайв-сервера с новыми патчноутами, потому что наверняка они все-таки что-то обновят после тест-сервера. И, собственно, как-то так. А потом уже посмотрим, там есть пара сборок у меня в идеях и чего-то там еще. Поэтому, да, если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, там ставьте лайки, комментите, вот это все. И начнем с вами, собственно, говорить про стрельбу на упреждение. Так, немножко очевидные теории. Почему вообще сложно попадать по охотникам в Ханте? Особенно, которые движутся. У каждого оружия есть своя скорость полета пули. То есть в игре нет хитскана, пули летят, пока они летят, охотник успевает, собственно, свалить с траектории выстрела, если вы стреляли точно в него. Поэтому, когда он движется, нужно отводить прицел, лидить, стрелять на упреждение, а непосредственно на то расстояние, на которое он, охотник, который движется, успеет отойти, пока до него летит пуля. Хорошие новости в том, что в этой игре на самом деле можно примерно рассчитать, как далеко отводить прицел, в зависимости от того, как далеко находится противник и, соответственно, с каким оружием вы в него стреляете и какая у него скорость полета пули. То есть циферками скорости полета пули, циферками скорости движения охотников, которые можно загуглить, они в принципе верны, и они позволяют реально проводить сравнительно точные расчеты. То есть я когда вот это все посмотрел, я потестил, это все действительно неплохо так работает. Вот, поэтому, чтобы попадать в охотников, нужно три вещи. Соответственно, нужно знать скорость полета пули вашего оружия, нужно знать расстояние до охотника, в которого вы стреляете, и скорость движения, с которой он, соответственно, этот охотник, движется. Со скоростью полета пули все ясно. Вы просто смотрите ее непосредственно в оружие. С расстоянием чуть сложнее. Тут вам остается только прикидывать, поскольку точных методов измерения, реально точных методов измерения в этой игре нет, как в других некоторых играх, где, по пингу, например, показывает расстояние до пинга. Здесь приходится только прикидывать. Есть варианты более-менее примерного подсчета, то есть это карты с размеченными сетками и так далее. Но, опять же, это все не очень точно. Но, говоря честно, супер большая точность вам в этом плане не нужна будет. Достаточно примерных подсчетов. Однако, если вам, достаточно трудно в принципе хоть как-то оценивать расстояние до противников, не знаете, как это делать, вам лень гуглить видео, не можете найти и так далее, напишите в комменты, я сделал для вас видос, потому что мне не жалко, я, в принципе, в этом разобрался, и это как бы можно сделать. Вот, поэтому да. Примерное расстояние до охотника и скорость перемещения охотников. В игре этой инфы вроде как нет, но чувачки на Reddit, конечно же, это потестили. И у нас есть скорости движения охотников, на самом деле, которые мы будем, соответственно, использовать в наших расчетах. Поэтому, как мы с этими параметрами поступаем? Мы видим охотника, мы прикидываем до него расстояние, мы отводим на то расстояние, где находится, куда, вернее, бежит охотник, в какую сторону он бежит, в соответствии со скоростью его движения прицел, и, соответственно, стреляем. То есть, мы берем расстояние до охотника, делим на скорость полета пули. Таким образом, мы определяем то расстояние, которое пройдет охотник, пока до него будет лететь пуля. Это расстояние мы умножаем на скорость движения охотника, в зависимости от того, как он двигается. И на это расстояние в условных единицах, которые мы будем оценивать в этом видео, и вообще как головы, расстояние голов, потому что, визуальная интерпретация более, естественно, понятна. И на определенное количество голов мы отводим прицел и стреляем. То есть, для примера, предположим, вы играете с Винфилдом, и вы видите противника где-то в 40 метрах от вас, который бежит на спринте, там, условно говоря, справа налево, и вы хотите поставить ему хедшот. В таком случае вы знаете, что на 40 метрах, пока до него будет лететь пуля, вернее, она будет лететь типа 1/10 секунды. Тут будет оговорочка чуть попозже, но это не суть. За 1/10 секунды охотник на спринте пробежит 4,5, пробежит 0,45 метров примерно. 0,45-0,4.
По, опять же, данным чувачков, которые посчитали, благодаря которым я смог вывести эту прекрасную формулу, размер одной головы на экране это примерно где-то 20 сантиметров, 25, вот типа вот так вот. То есть там 0,18-0,22 он считал, но я округляю до 0,2 для простоты расчета. То есть в таком случае, в нашем случае, когда охотник в 40 метрах бежит от вас и вы с Винфилдом, и он бежит со скоростью 4,5 метра в секунду, то есть на спринте, и он бежит непосредственно, ну, строго перпендикулярно вот так вот вам, то есть не под углом куда-то, а строго вот вдоль. Соответственно, он будет бежать со скоростью именно 4,5 метра в секунду, примерно. За время, пока до него долетит пуля, он пройдет расстояние 2 голов. То есть эти вот там 40 с чем-то сантиметров, то есть 2 головы. Соответственно, вы отводите прицел на условные вот эти вот 2 головы от его головы, то есть голова, 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 и стреляете. Соответственно, пока он бежит, если он не остановится, там ничего не сделает, вы поставите ему хедшот. То есть примерно так работает весь теоретический расчет. На самом деле, вот самый первый момент нашего расчета, когда мы считаем время, за которое долетит пуля до врага, оно немножко на самом деле неверное, поскольку пуля не вылетает мгновенно, когда вы нажимаете LKM, и она не летит сразу. То есть, ну, даже вот эта одна условная 1/10 секунды, это не то время, за которое пуля долетит до противника. Потому что на самом деле, когда вы нажимаете LKM, когда проходит еще миллион лет, потому что в этой игре отсутствует прямой ввод, когда еще пройдет пинг до сервера, там, до 50 МС в среднем, от 50 до 100, ну, там, сами знаете. И пока еще создастся физический объект пули, он еще создается какое-то время, он генерируется в мире, и только потом он летит, проходит, ну, примерно еще 150 где-то МС. И как бы фактически, ну, пуля не летит 1/10 секунды, она летит, сука, намного дольше. Однако, в нашем расчете это, ну, не имеет никакого значения, потому что все остальное абсолютно работает. То есть, несмотря даже на вот эту вот поправку, типа с пингом, с генерацией объекта, с не совсем верным подсчетом скорости полета пули, все остальные расчеты и конечные результаты верны. Поэтому, я думаю, на это можно будет закрыть глаза, что, собственно, я вам и советую. Я посчитал, я вывел более верную формулу с учетом вот этой полета пули, но слишком долго считать это не имеет смысла. Если оно так работает, так будет работать. Поэтому пользуйтесь тем, что я вам сказал. И сейчас мы с вами рассмотрим случай, ну, реально живой из игры, который, собственно, которым этот расчет помог мне добиться офигенного хедшота. Итак, в этой катке мы находимся в доме, примерно в центре локации. Наши противники, ну, собственно, я знал, где они, поскольку они нас прогнали с того места, где мы были, находятся на окраине локации. Примерно от центра локации до окраины локации около 50 метров, там, ну, поскольку главный дом обычно стоит в центре локации, от одного края до другого порядка 100 метров, зачастую. Поэтому я примерно прикидывал, что противники находятся где-то в 50 метрах, и до того, как я пошел пикать в окно, я уже примерно, ну, прикинул непосредственно, как далеко мне нужно будет отлидить, чтобы непосредственно попасть в противника, который будет двигаться. Допустим, для простоты расчета он находится в 60 метрах. Ну, примерно, на самом деле, достаточно близко, достаточно похоже на правду. У меня Спрингфилд с Думдумом, у которого 390 метров в секунду скорость полета пули. Округлим до 400 для, ну, простоты опять же. То есть мы получаем, что пуля до него будет лететь 0,15 секунд. Тут ребята мертвые, у них было... Я пикаю, и я вижу, как охотник движется. Он не бежит, он не медленно ходит, ничего, он, ну, типа бежит. То есть это примерно 3 метра в секунду. Ну, примерно, опять же, для простоты расчета возьмем 3 метра в секунду. Таким образом мы получаем, что мне нужно будет отвести, что он пройдет 0,45 метров, и мне нужно отвести, ну, примерно на 2 головы от него прицел. Что я, соответственно, и делаю. Нету, опять же, времени проводить детальные расчеты, детально выверять, детально отводить, потому что, ну, в принципе, метко целиться, это отнимает и время, и все, поэтому я примерно прикинул 2 головы, я отвел, я выстрелил, я убил, я молодец. Он мертв, он лох, сдох в открытом месте, его теперь никто никогда не поднимет, а мы молодцы. Как-то так работает живой пример расчета. Далее перейдем к последним финальным советам, пожеланиям и прочему, и мы будем заканчивать. Итак, первый типс и трикс, который я могу вам дать. Всегда в начале катки смотрите, с каким оружием вы играете и какая у него скорость полета пули. Потому что, ну, вот эти вот цифры, они зачастую мгновенно вылетают из головы. То есть, ну, вы как бы собрали себе билд, все хорошо, и пошли в катку, а потом, типа, бля, а что у меня в руках? Типа, ну, с какой скоростью будет лететь пуля? Вы как бы об этом не будете особо думать, вы будете просто машинально
играть, особо не думая, не рассчитывая ничего. Поэтому в начале катки всегда смотрите, какая у вас скорость полета пули, и всегда прикидывайте для основных расстояний, как вы будете лидить. То есть, например, опять же, у вас в руках там Винфилд, и вы сразу понимаете, что на 40 метрах в бегущего чувака вам нужно отводить на 2 головы, входящего чувака на 1 голову, и типа того. То есть примерно сразу прикидывайте для основных расстояний. Ну и, соответственно, на 80 метров вы умножаете вот эти вот головы на 2. Как-то так. Это первое. То есть заранее старайтесь проводить какие-то расчеты, чтобы не тратить потом на это время, потому что у вас его не будет. Второе. Когда вы только будете учиться, ну, соответственно, стрелять, рассчитывать вот это все, старайтесь играть с оружием, у которого примерно одинаковая скорость полета пули. То есть играйте там с Винфилдом, берите дальше оружие, у которых примерно та же скорость полета пули, примерно около 400 или типа того. Играете там с лонгом и винтовками, там играете с Мосинкой, с Лебелем, учитесь с ними, это дороже, но тем не менее. То есть старайтесь часто не менять оружие с разными, опять же, скоростями полета пули. Потому что таким образом вы сможете быстрее привыкнуть, вы сможете быстрее запоминать, как далеко лидить с определенным оружием. И опять же, это у вас будет, ну, сильнее закрепляться, что ли, вам будет проще. Плюс вы будете лучше, ну, назовем это как чувствовать оружие. То есть рассчитывать примерно, как будет лететь пуля, сколько она будет лететь до врага. То есть вы, ну, со временем будете просто это уже как бы ощущать. И переходим таким образом к третьему совету. Всегда, когда стреляете, старайтесь примерно думать, видеть, как проджектайл пули летит до врага и какое время он будет лететь. То есть как в других играх, условно говоря, вы стреляете там с луков, с арбалетов, вы видите, как летит стрела, и она летит какое-то время, вам тоже нужно там, соответственно, лидинг какой-то проводить. Здесь делаете то же самое, только с пулями. Поскольку они летят какое-то, но опять же, время, вы прикидываете, рассчитываете и привыкаете таким образом к скоростям полета пули, как долго они летят до врага и так далее. И последнее, что еще можно вам сказать и посоветовать, опять же, для лучшего привыкания к оружию, к скоростям полета пули и прочему, и расчетам, по возможности стреляйте по мобам. То есть можно по ним стрелять в режиме тренировки, то есть как разминочку или типа того. Либо когда вы убили уже всех людей на сервере и вы идете на эвакуацию, стреляйте по всем мобам на всех расстояниях, примерно, опять же, прикидывая и прочувствовая, как летят пули, соответственно, чтобы, опять же, ну, лучше, соответственно, целиться, стрелять, ощущать и так далее. Вот, примерно как-то так. Ах да, чуть не забыл, самое важное. Противники едва ли будут всегда бегать непосредственно перпендикулярно вашей линии взора, либо еще как-то. Поэтому всегда смотрите, как они бегут. Если они бегут под углом от вас на шифте, то вы не берете в расчет вот эти 4,5 метра в секунду его скорости передвижения, поскольку относительно вас он будет бежать не 4,5 метра в секунду, а где-то около 4, 3,5 и так далее. Также, если он стрейфит также не чисто вот вдоль вас, а под углом, соответственно, также делаете на это поправку. То есть снижайте еще скорость и, ну, скорость его передвижения, и на основании этого перерасчитывайте, как далеко вам нужно лидить. Конечно, опять же, никто не будет проводить эти супер офигенные математические расчеты в клуб файта, но примерно прикидывать, поскольку, опять же, в принципе, стрелять точно и метко сложно, делать это с такими расчетами еще сложнее, поэтому да. Имейте это всегда в виду, всегда отслеживайте передвижение противника и так далее. Особенно если он стрейфит из стороны в сторону. Если он стрейфит из стороны в сторону, просто обычно люди делают это ритмично, примерно также прикидывайте, в какую сторону он пойдет. Если он, допустим, идет вправо-влево, 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 и вот он пошел вправо, вы туда, куда он пойдет влево, если у вас сравнительно медленное оружие, стреляете туда. Вот. Да, возвращаясь к типсам и триксам, чтобы было проще, старайтесь целиться. Ну вот, у вас есть Iron Sight, прицел этот железный. На нем есть разные штучки, то есть там есть центр, грубо говоря, палка, есть с краю какие-нибудь вот такие вот хуёвины. И вот такая вот у вас херь. Можно вот по вот этим вот крайним херовинам, в принципе, неплохо целиться. То есть, например, на Coldball конвержене на 30 метров как раз-таки вот эта вот херня, это будет расстояние одной головы. То есть вы целитесь по краю Iron Sight'а. То есть также находите для себя какие-то такие приколы, которые позволят вам облегчить прицеливание, и пользуйтесь ими. Как-то так. Думаю, на этом все, что я хотел сказать, поэтому, если досмотрели до этого момента, большое вам спасибо, обязательно поставьте лайк и коммент, это нужно, это классно, и это помогает, и так далее. Если не подписаны, опять же, подписывайтесь, контент будет, контента будет. Не сказать, что много, но будет. Видео выходит в среднем раз в неделю, либо чаще, если у меня есть контент, но пока что я жду патч 1.9. Когда он выйдет, соответственно, будет огромное видео и так далее. Если, опять же, у вас есть какие-то идеи, пишите о них в комментах, я обязательно все смотрю, я обязательно отвечаю по возможности, и все, соответственно, мы делаем. Вот.
Поэтому да, спасибо еще раз большое всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да, можете еще подписаться на мой паблик в ВК, потому что там что-то вообще нет людей, а я иногда то что-то пишу, пощу там и так далее. Поэтому да, можете также это сделать. Вот. Спасибо вам всем еще раз. И всем удачи, и всем пока.